Доброе утро! Сегодня наш второй день в Осаке, в Японии. Вот мы сейчас едем встречаться с Костиной коллегой, или женщиной, которая работает здесь в офисе. Она обещала нас поводить сегодня. Сегодня в Японии выходной день, и я думаю, что мы поедем в Киото. Так что день обещает быть интересным. Хорошо. Мы уже приехали в Киото, нас забрали на машине. И сейчас у нас будет какая-то программа, я пока не знаю, что в нее входит, но очень классно. Тут мне очень нравится, что все заранее происходит, все очень пунктуальные, приезжают чуть-чуть пораньше специально. Вот, так что... Okay, so we were just explained that these are kind of letters, and these are Chinese symbols which actually mean something, like whole word. So they are mixed all together. Yes. Наше место, где мы будем обедать. Okay, so we're at this very authentic place, which is called Gontaro. Yeah, it's famous because lots of things were filmed here, right? Yeah. And we're having the noodles. And what are we having? Rice. Very nice. Так, мы сейчас идем смотреть нашу первую достопримечательность. Это будет Golden Pavilion. И это храм, который у него вся его окружность, это реально в золоте. И нам сейчас наш гид, который еще и наш водитель, сказал, что он был построен в XIV веке, 1390 каком-то году. Сейчас мы пойдем на это смотреть. This is the sign of the World Heritage, apparently. And this palace became it in 1994. Мы приехали в Golden Pavilion, он за мной, я сейчас... Здесь очень много народу, я попытаюсь сейчас пройти, чтобы я могла его показать. Секундочку. Вот он за мной, этот дворец, он весь обшит золотом. И тут уже потихоньку начинается осень, начинают желтеть листья. Очень-очень красивый парк, сейчас покажу. Давай сделаем. Еще один интересный момент информации. Вот за мной большое дерево, которое похоже на корабль. 600 лет назад это был бонсай, дерево бонсай, и оно в форме корабля. И то есть этот корабль, он смотрит как раз на этот Golden Pavilion, which is heaven, как рай. То есть если человек садится на этот корабль, он может поехать в рай, как символизм этого всего. И очень классно, потому что вот если я тут поворачиваюсь, то за мной остается вот этот храм. Okay, so this place is for the tea ceremony, and there inside you can see the tree, which grew unusually thick, because usually it should be the size of a thumb. This was built only for one tea ceremony. Ever? Right. Special ceremony. Мы уже переехали в следующий храм. И здесь известный сад камней. Здесь 15 камней, но их невозможно сразу же сосчитать, с какой бы стороны ты ни посмотрел. Потому что вот, например, я стою прямо, за мной этот сад, и я могу сосчитать только 13. То есть надо везде обойти, чтобы насчитать все 15 камней. Я попробую это снять, но поскольку тут сейчас где-то солнце, где-то тень, очень плохо видно. Вот. Здесь несколько интересных вещей. Например, высота этой стены меняется от высокой здесь ниже. И также вот эта стена не покрашена в белый цвет, чтобы визуально сделать пространство больше. Нам еще рассказали, что здесь можно дать волю своему воображению, то есть можно представить, что, например, эти камни — это облака, или представить, что это океаны, это разные острова, которые оттуда высовываются. Вот. Ты насчитал камни? Единственное место, с которого видно все 15. А, да? 8 досок от конца.
Yes, I can see 3. I can see 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, на которой я стою. И отсюда единственное место, откуда можно увидеть все 15 камней. Вот. So you can see a dragon when the doors are closed. А это место использовалось, где практиковались монахи. И еще нам рассказали, что вот эти линии, которые разделяют татами, вот эти, на них нельзя наступать. То есть каждый раз надо переступать через эти линии. Это, плохой тон, нельзя так делать, нельзя на них наступать. Вот эти все деревья, которые за нами, такие с маленькими листьями, вот, например, вот эти. Вот это все через месяц будет красного цвета. Ну ничего, все равно очень красиво. Отсюда лучший вид на пруд с водными лилиями. Здесь везде в озере отражаются и облака, и деревья, и все-все-все. И нам сказали, что на дно пруда всегда кладут грязь, глину, да, чтобы вода не была чистой, и чтобы получалось вот такое вот отражение, как у зеркала. Вот прямо видны деревья в воде, как в зеркале. А там вот сидит черепашка. Вот она сидит на камушке, черепашка. Вот тут прекрасно видно отражение. Еще тут огромный паучелло. Вот он свил себе паутину. Мы в следующем нашем пункте назначения, это называется Ниджоджо Castle. Это замок, который был построен, чтобы защищать императорский дворец в Киото. Здесь очень много всего, судя по брошюре, которую мы только что получили. Так что я думаю, мы здесь проведем какое-то время. Сегодня очень-очень жарко, 28 градусов, так что нам очень повезло с погодой. Немножко прогреемся в холодной осени. Мы приехали в старый город Киото, на старые улицы Киото, надо так сказать. Сейчас пойдем куда-то пить кофе. Я думаю, здесь очень много девушек, которые одеты как гейши, но я не знаю, не настоящие или это просто. И еще тут есть очень такая заниженная супер машина гоночная, очень смешная, на мой взгляд. Все ее фотографируют. И вот за нами такая вот узенькая, красивая улочка. Мы сейчас пойдем куда-нибудь туда, и надеюсь, что на десерт. Or it's just a tree. Okay, so this sign here, yeah, it's a sign that hanging from the roof. This place is making sake. Okay, so they're making sake here. Мы тут идем по улице моей мечты. Здесь каждый магазинчик — это какой-то интересный магазин со всякими интересными японскими штучками. Но поскольку мы сейчас не одни, мы не можем везде заходить. Поэтому я думаю, что завтра, когда Костя будет на работе, будут еще такие вот коктейли. Я сюда приеду, я смогу тут поковыряться, пошопиться, купить все, что я хочу. Там были очень вкусные сладости японские такие, я даже не знаю, как это объяснить, но у них очень короткий срок, они делаются свежими, и они только до 17 октября, то есть мы уже вернем, это первый день, когда мы возвращаемся, то есть надо приехать сюда будет перед уездом и купить. Вот. А сейчас мы идем в такой еще один храм, shrine, сейчас я покажу, вот он. Вот мы зашли вовнутрь. Вот за мной этот прекрасный храм, shrine. Это, наверное, не храм, это просто вот арка. И здесь тоже такой маленький маркет, где продаются всякие сувенирчики, еда местная. Сейчас я посниму.
такое здание, где очень много этажей. Мы на 29 этаже. Здесь очень много разных всяких местечек, где можно поесть. И сейчас мы будем кушать национальные блюда. Я не могу сейчас произнести, но попозже я запишу на видео, как это делается. Все на меня смотрят, потому что я немножко странно себя веду, говорю на непонятном языке. С камерой. С камерой, да. Совсем дороже. Вот так вот, так что покажу I'm скоро making нашу fun of еду. speaking to the camera. Okay, so it's made in front of us. See, I'm now talking in English, so at least you can understand what I'm saying. And it's called okonomiyaki. And yaki means fried. And this is cabbage? Or? Yes. Okay, very nice. Very nice. And inside there is egg. Eggs. Yeah. And then we also have some seafood. Easy to make, so you can do that if you like. You can enjoy this meal. Yeah, yeah, So you that's can very make easy. it in It does, yes. And you have an extra omelette. And what is this sauce? okonomiyaki sauce. Oh, this is... Oh, this is okonomiyaki sauce. So now you can eat. And another seaweed. Seaweed? Yeah, green one. Okay, yeah. Give it a try. And if you like the spicy, A little bit, No, yeah. no. Yeah. this is spicy. This is very spicy or... Not that spicy. No,